Друзья, всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Всем привет из Бангладеш! В этом выпуске мы посмотрим на историческое наследие этой страны. Мы заселились в Даке, в отеле, который называется Нандини. Сразу же мы попадаем на ресепшн. Здесь много столиков. Можно посидеть, попить кофе, поесть сэндвичи. Есть огромный телевизор, который также здесь можно посмотреть. Красивые картины вокруг. Также здесь вот можно заказать кофе, мороженое. На ресепшене нас дружно встретили и проводили в номер. Обратите внимание, какой лифт. Словно попадаешь на какое-то поле. Все зеленое, играет спокойная музыка. И сейчас мы с вами отправляемся на 6-й этаж. Посмотреть, что есть там интересное. Знаешь, что там должна быть обзорная площадка. Я предполагаю, что это вот сюда. Очень красивая терраса, ресторанчик, в котором можно не только позавтракать, но еще и пообедать, поужинать. Также террасу используют как для проведения праздников. Сейчас здесь идет процесс установки. Видимо, здесь проводят даже свадьбу. А здесь можно увидеть Дака, немного пыльный город. Либо он такой всегда, либо нам так повезло. Стоит серый смог. Я надеюсь, что выйдет солнышко сегодня, потому что у нас очень интересная экскурсия. Мы заселились в двух номерах, в 404 и 403. Сейчас я покажу вам наш номер. Достаточно просторный номер для двоих. Есть телевизор небольшой, 2 стула, столик. Конечно же, есть чистая питьевая вода, которую, скорее всего, дополняют ежедневно, если вы останавливаетесь здесь на несколько дней. Мы остановились здесь на одну ночь. Также предоставляется меню отеля. В меню отеля вы можете выбрать laundry room. Также у них есть еще и свой ресторан на террасе, на крыше. Вот здесь описан сам отель. И можно заказать еду в номер. Видите, у них есть ресторан, вот руфтоп именно на крыше. Также есть чайник, можно сделать себе чай. Красивые шторы здесь какие. У нас тут двуспальная кровать. Подготовили красивых лебедей к нашему приезду. Матрас достаточно удобный. Есть прикроватная тумбочка одна, холодильник и небольшое зеркало, что в целом даже очень прилично. Также у нас есть вместительный шкаф. Давайте посмотрим. Здесь полотенца, тапочки. Здесь мы уже расположили наши вещи. У нас их очень много. Все-таки мы ездим на несколько месяцев в путешествие. Здесь висит моя куртка. Так, а вот сейфа как раз таки сейфа нет. Есть тут только тумбочка на ключе. Вот, поэтому куда-то нужно убирать ценные вещи. Давайте пройдем в душевую. О, какая хорошая душевая. Нам сказали, что надо подождать минут 10, чтобы нагрелась вода. Но это так везде будет по Бангладешу, поэтому это не сюрприз. Сантехника чистая, хорошая. Также здесь у нас есть гель для душа, шампунь, зубной набор, полотенчики. Поэтому номер великолепный. Сейчас зайдем в комнату Али и посмотрим, как у него. У нас с Али смежная комната, поэтому давайте откроем дверь и пройдем к нему практически без церемона. Все то же самое, только у него 2 кровати, а душ не отличается. Сейчас мы пришли на завтрак. Мы пока самые первые. И посмотрим, что у нас здесь есть. Можно налить себе сок, поесть хлопья. Из фруктов здесь гуава, рисовый пудинг, тост. Также можете себе приготовить. Есть масло, джем. Также есть рис, различные виды карри, сосиски, картошка. Также есть вареные яйца и макароны.
Проехав полчаса из столицы Бангладеша, города Даки, мы остановились возле кирпичного завода. Видим огромную трубу, из которой сейчас валит дым. Ну а по дороге, конечно же, мы удивлялись местному колориту. Постоянно снующие тук-туки, старые автобусы, в том числе двухэтажные. Очень много бездомных людей, попрошаек. В общем, колорит жуткий. Как тебе в целом? Первый день Бангладеша. Я не думаю, что какая-либо другая страна на меня больше впечатления оказывала, чем Бангладеш. Тут прям кровь в венах стынет. Потому что то, что ты видишь из окна машины, прям вот как только, даже на самом деле еще в машине не успел сесть, ты только из аэропорта вышел, и вот люди там, вцепившиеся в эти вот клетки забора, как будто они как будто как тут заберет кто-то. Ну это, конечно, жуть вообще. И надо отметить, что Бангладеш в целом одна из самых густонаселенных стран. Видим здесь, как ребята делают кирпичи. Под литерой 909, как нам рассказал наш гид, это некий бренд кирпичей 909. Есть некая пресс-форма, в которую кладется цемент. Быстро туда загоняется, очищается, переворачивается, и получаются вот такие кирпичи. Видно, что у ребят работа кипит. Там кирпичи делают, здесь их грузят в машины, куда-то транспортируют. Также участвуют, мы видим, женщины в переносе кирпичей. Женщины берут по 10 кирпичей и куда-то перетаскивают их из машины. Мы видим, что работа кипит. Парни подают, а девчонки таскают. Оказывается, этот завод работает всего лишь с октября по март. С марта начинается сезон дождей, поэтому он прекращает свою работу. Сейчас даже стоя на этом месте, снизу доносятся теплые такие пары воздуха. Именно здесь хранят кирпич. Здесь он как бы выдерживается в неких печах. Вот там вот работники за ним следят. А потом уже кирпич сортируется и куда-то вывозится. Сейчас мы доехали до города, который называется Панан-Нагар. В прошлом очень богатый торговый город. Сейчас тоже мы видим, что он очень шумный. Повсюду продавцы. Город находится на различных каналах, водоемах. И сейчас мы будем сплавляться, насколько я понял, на лодочке по одному из его каналов. Помимо шумного рынка, также сейчас проходим здание школы, которое располагается наверху. Постоянно дудят машины, естественно. Идет продажа рыбы уже ближе к речке. Hey. Thank you. Ну, достаточно все дружелюбно настроены. Предлагают попробовать какую-то рыбешку, но мы, естественно, отказываемся. Так, наша лодка завелась, значит, отправляемся в путь. Конечно же, немножко картину портит дымка, которая сейчас стоит над городом. Надо сказать, что когда мы вчера вечером приехали, то же самое, такая же дымка была, такая же погода. Еще не успели отплыть, а уже вычерпываем воду с нашего судна. Но ситуация штатная, поэтому не переживаем.
Доплыли мы до острова, высадились, плыли мы по реке, которая называется Мекхна, одна из самых больших рек Бангладеш, одна из самых широких, весьма колоритно, друзья. Остров, на который мы высадились, называется Нолчор. Сейчас мы гуляем по большому полю, который, как рассказал наш гид, уходит полностью под воду во время паводков. Детишки разводят здесь костер, чтобы согреться немного. Hi, guys. Сейчас мы проходим жилые дома местного населения. Здесь проживает порядка 5000 человек. Дома, вот мы видим, сделаны какие-то из соломы, достаточно прочные, а какие-то из профлиста металлического. Ведут здесь хозяйство домашнее, выращивают различные агрокультуры, занимаются разводом скота. В целом здесь аккуратненько. Сейчас мы проходим школу, которая также есть на этом острове. Здесь много детишек. Hello! За моей спиной мы видим здание школы, которую только что проходили. Там же находится пирс. 4 месяца в году вся эта территория, на которой сейчас мы находимся, стоим, все это поле уходит под воду. И лишь 8 месяцев в году можно так вот спокойно гулять по этой зеленой травке. А 4 месяца в году школа и пирс используются как раз вот откуда лодки уходят в свое плавание. Мы прилетели в столицу Бангладеша, город Дака, всего лишь на один день, поэтому хотим использовать его по максимуму. Поэтому у нас сегодня автомобильный тур. Мы ездим с водителем, с гидом по различным точкам, по различным достопримечательностям. Поэтому, надеюсь, успеем за один день охватить хотя бы малую часть этого прекрасного города Дака, плюс близлежащие города. Сейчас мы находимся в городе, который называется Панам-Нагар. Раньше это был богатый торговый город, особенно во времена британской колонии. Но со временем он пришел в упадок. Сейчас мы можем наблюдать за историческим наследием этого города. Очень необычный плод мы сейчас видим. Нам гид рассказал, что это орех местный, который называется бадам. Называется этот фрукт правильно кат-бадам. Можно сказать, что это один из видов миндаля, но совершенно другой. Сейчас мы заплатили по 300 так за вход в разрушенный город. Здесь находится 52 исторических здания, которые были построены во времена британской колонии. Помимо разрушенных зданий, мы здесь также можем видеть колодец. Бангладеш, в принципе, находится на небольшой высоте, поэтому буквально метров 20 под землю, и уже будет вам доступна вода.
темноте, но не в обиде. Полюбовались сейчас по Панам-Сити, погуляли по красивому древнему городу, обрамленному различными прудами. Кирилл, хотел бы тебе возразить. Мне кажется, древний город, это которому там несколько сотен или хотя бы тысячи лет, да? А этот город лет 100 заброшен, не больше. Получается так. Проехали буквально 5 минут. Мы сейчас по-прежнему находимся в городе, который называется Санар-Гаон. И мы доехали до дворца и до музея. Также сейчас оплачиваем входные билеты и идем внутрь. Сейчас мы подошли к красивому зданию, и это не что иное, как Королевский дворец. Сейчас мы пришли в еще одно значимое место. Это музей изобразительного искусства. В этом музее целых 3 этажа с различными инсталляциями, картинами, предметами быта. Сейчас мы проходим по красивому бамбуковому мосту и любуемся водными лилиями, или по-нашему кувшинками. Этот цветок является национальным цветком Бангладеш. Сейчас мы доехали до крошечной мечети. Мечеть 16 века. Мы видим очень красивый орнамент. Даже долгая дорога обратно в Даку по пробкам не смогла у нас испортить общее впечатление от сегодняшней экскурсии. Поэтому мы очень благодарны нашему гиду, который ее для нас провел. Он представляет компанию Таба Тур. Если вы хотите заказать такое же интересное путешествие, то обращайтесь в контакты в описании под этим видеороликом. Thank you so much for this tour. Thank you. It was amazing. И, кстати, нужно добавить, что наш гид был в России целых 2 недели. Помимо Москвы он посетил также Казань, Владимир, поэтому знаком с нашей культурой, друзья. Ну а если вам был интересен этот выпуск, то ставьте свои лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Всем до встречи. Увидимся в Бангладеш. Увидимся. Пока. Thank you so much.